А у нас с пацанами с канала Алга сейчас будет небольшая конференция. Вон что делаем. Да, готовимся. Да. Но я могу сказать, что после того, как наши зрители нашего канала порекомендовали нам посмотреть ваш канал, и после того, как мы сделали передачу, то вы, как гости на нашем канале, один из самых ожидаемых и долгожданных гостей, поэтому я надеюсь, что у нас сегодня это прям действительно увлекательная беседа. Многие просили, чтобы она состоялась, и я очень рад, что сегодня вы у нас в гостях. Спасибо. Спасибо большое. Я-то как раз вот с этими штуками, я с ними работаю. Я понимаю, каким механизмом он это делает. Я понимаю, как физиологически складывается его гортань, как фиксируются голосовые складки. То есть, по-хорошему, чем я реально занимаюсь, да? Я вообще, сейчас это будет немножко понтов, член Всероссийской академии «Голос», даже почетный. Вот, и я провожу исследования именно на работу гортани в разных типах вестибулярного воспроизведения звука. То есть у нас есть реальные голосовые складки, есть вестибулярные. И вот что они умеют делать, как они умеют рычать, какие хрящи и так далее. И в принципе уже давно у меня в мозгу, по-хорошему, приходится даже периодически специально выключать, у меня 3D-модель гортани. А у Димаша вот рок в его композициях, в его голосе, ты где-то вот прослеживала, вот именно ты как специалист? И вообще подвластно ли ему вот прям так рок вжарить? Ты знаешь, я думаю, что Димаш один из тех чудесных людей. Почему, простите, я называю его хладнокровным, он технарь. Угу. Его талант, я считаю, как мне кажется, это его невероятная, какая-то мега там лошадиная работоспособность. Он способен из своего голоса сделать все, что ты хочешь. Пока ему ракеш-расщепление не сильно интересно. Это просто неинтересно ему. Но если вдруг он почувствует вкус, и что его это забавляет тоже, я думаю, что он вам там и нагровлит, и наскримет. И что только не сделает, потому что здесь такая штука, когда ты начинаешь изучать свой голосовой аппарат, да, и, естественно, если у хорошего вокалиста все это есть, ему стоит немножко перестроить мозг, взять 2-3 упражнения, да, это вау! И у него все затрещит как нужно. Там подснял небо. На самом деле он пользуется фраевым мелким расщеплением. Я, кстати, его нашла в той песне, про которую мы не скажем, что это за песня. Вот. И знаете как? Я скажу, что у него миксты очень ракешные. Причем ракешные, олдскульные. Знаете как? Вот годов 80-х, 84-й, 86-й, то есть когда вот это все, помните, был там вот у него такая же вперед идущая узкая подача, вот, которую он просто, так скажем, филигранно драпирует кроссовером, да, вот этими делами, но иногда он вытаскивает ее вперед, чтобы вам было очень весело. Вот когда вы не ожидаете, вот он вам ее обязательно, в общем-то, выдаст. Вот у меня такая штука. Скажи, пожалуйста, вот это вокалист, все эти вещи, это вот реально он заранее продумывает, вот как шахматист, продумывает стратегию, как это вот будет и выстраивает. Почему? Потому что вот мне, как обычному слушателю, наверное, никогда до таких вот мельчайших вещей не докопаться. То есть я просто слышу как бы общую гармонию, которая меня либо цепляет, либо не цепляет. А ты прям вот углубляешься до микроскопических молекул. И вот мне интересно, ты вокалист, Димаш вокалист, вот вы действительно, вот я здесь вот так вот сделаю, тут вот так вот. И это для меня как азартная вещь получается, создание песни, ее подготовка для зрителя. Знаешь, какой есть интересный пласт, о котором мало кто рассказывает, потому что не все им владеют, а у меня это произошло в какой-то момент в расщеплениях. Естественно, что я не ставлю себя на одно поле с Димашем, понятно, вот вообще даже разные плоскости, но иногда ты начинаешь получать удовольствие, меня, конечно, закидают банками, но тот, кто не пробовал, тот не знает, от того,
какой ты видишь восторг у людей, когда ты вот прыгаешь с этого, да, с одного приема на другой, причем если ты еще весьма хорош в этом, ты понимаешь, за какой прием какая эмоция отвечает. То есть это же не просто голые приемы, они, если это будут просто голые приемы, они нафиг никому не упадут. То есть я, например, ходя по агрессивным более штукам, я знаю, что какой-нибудь фрайчик там I heard it was a secret code, он даст мне либо сексуальности, либо усталости. Какой-нибудь там, я не знаю, даст мне ощущение медведя и доминирования. И вот когда у меня какая-нибудь композиция, да, бывает и такое, что, знаете, поете, что на корпоративе, какой-нибудь I'm your Venus, I'm a fire, your desire, и народ такой ты еще не понимаешь, что происходит. И ты получаешь удовольствие от восхищения, которое ты видишь в человеческих глазах, это нарциссизм. За что мне Димаш-то так и нравится? Простите, ребят, он, конечно, он очень чувственный человек, но я вижу в нем потрясающего нарцисса. Он знает, как выбить из вас всех потрясающие эмоции. Вы такие, как он это делает? Я очень четенько могу сказать, как он это делает. А мало того, это доведено до такого четкого автоматизма, что, выходя на сцену, он перестает это продумывать. У него каждая эмоция отвечает определенной позиции голоса. Зачем ему это думать? Оно у него настолько уже в мышечной памяти, у него мозг подает. Значит, я хочу от этой толпы, чтобы сейчас они задрожали мелкой дрожью. Его прикрывает звук и дает немножко вибрато. И вы такие, вот, а потом он вас приманил к себе, да, дал мягких звуков, вы такие вслушались, с него такие уже прям рядом, и он вам, и вы такие, вот, извините, я так прям рассказываю, я вот такой, а вы такие, вот, и получается, это потрясающе, знаете, это как в его голосе, в его руках тысячи ниточек, и он вас звуками то к себе притянул, то вы от него круто, то к себе, то от себя. И он постоянно имеет с вами вот этот контакт, в лучшем смысле этого слова. Но здесь, если нет вообще эмоций, да, если человек просто прыгает, вы же сами знаете, что когда вы приходите на концерт к человеку, и он поет замечательно, но он как стекло мертвый, голос прекрасный. Но он мертвый, не идет от него ничего, и у вас ни восторга, ничего нету. Потому что люди, извините, это я как технарь скажу, они очень часто путают эмоцию. Потому что если вы возьмете, там, я не знаю, например, или исключительно 8 позиций звука, субтон, белтинг, не знаю, твэнг, та-та-та-та-та-та, и дадите разные характеристики эмоциональные, возьмите 20 людей, они дадут вам характеристики. Белтинг, доминанта, не знаю, твэнг, капризность. Если вы эти звуки попутаете в своей песне и раздаете людям не там, где нужно, они сочтут вас вруном, потому что зритель не глупый. То есть это, знаете, то, на чем очень многие исполнители, к сожалению, валятся, они либо начинают забавляться своей вот это, да, вот мелизматика, вот это все, красота голоса и так далее, и не преследуют цель того, чтобы твой зритель срезонировал с тобой. Вот чем Димаш-то круто? Он демон. Демон, я бы сказала. Вот, потому что он не просто ловко этим управляется, он четко чувствует, какую эмоцию в песне дать, чтобы его зритель срезонировал, а потом он его уже когда получит, он даст ему такой звук. Зритель в экстазе, что получает Димаш? Потрясающее количество энергии. Энергии, которые отдают ему восхищенные люди. Я вам даже так скажу, для настоящего исполнителя в какой-то момент деньги становятся не важны, если честно. Это прекрасное дополнение, но ни одни деньги не дадут вам вот этой человеческой пульсации и восхищенности. Мы живем ради этого. Станочники живут ради бабла, честно скажу, да. Ну, это мало половин, вот это все, тра-та-та. Вот. А люди искусства, в конечном итоге, у них любой гонорар
не заменит ощущение живой энергии. Мы же вообще еще, если честно, все психи, да, и, как говорят, вокалисты очень здоровые люди, не правда? Каждый ядреный резонанс – это не такое микросотрясение мозга. Представляете, какая у нас вообще расшатанная психика? Ну как мы не можем без этого? Потому что это совершенно… Ты на это подсаживаешься, как на, в лучшем смысле этого слова, наркотик. И те, кто словили этот резонанс, бывших вокалистов или музыкантов не бывает. А если они бывают, то они как волки смотрят в лес грустными глазами. А вот у меня еще такая тема всплыла. Ты говоришь, что сейчас занимаешься исследованием голоса, голосовых возможностей. Скажи, вот для тебя еще остается место для открытий? Удается ли тебе еще что-то... И Димаш как-то повлиял на вот эти вещи? Или все, что ты услышал у него, было для тебя знакомо? Прежде чем я взялась за разбор Димаша, я очень извиняюсь, я взяла 2 достаточно неплохие платные консультации, неплохие в плане, у оперных исполнителей. Потому что я не могла подойти к разбору такой звезды мирового масштаба. Я говорю, тут имя напутала, вот факап. То есть я была так увлечена процессом, ну да ладно. В общем, зато выйдет 2-я программа. Вот. Но мне надо было знать структуру. И когда мне рассказывали академисты значит, с одним я разговаривала исключительно о методике постановки. Вот, это в Екатеринбурге есть такая девушка, она прима театра, очень забавная, Шопен, татуха Шопена на плече. Это смешно. Вот. А 2-я девушка, это гастролирующая, она мне рассказывала о изысках зала, кроссовер, она как раз по кроссоверу была. Та преподающая, это значит именно как смешение вот этих стилей. И только после этого я кое-как на веслах, да, я аккуратно подходила вот к этому разбору и так далее. И, конечно, да, ну, как, простите, можно не задуматься над уникальностью человека, который исполняет ноты, не присутствующие на клавиатуре фортепиано. И когда я разбираю исполнителя, я слушаю скорее его хрящи, систему резонаторов. Да, вот эту длину складок, эластичность, все это еще множится, да. Опять-таки у Димаша очень интересно, вы мне, наверное, подскажете, у него очень нестандартная буква Ч, как будто бы он человек. Мы ее говорим середины языка Ч, а он говорит, немножко заворачивая язык Ч. Это от того, что он казах, да, это его язык, или это потому, что он так хочет немножечко сделать это интереснее, совершенно запросто. Смотрите, какая забавная штука, это будет менять форму звука. Если Ч будет середина языка, оно тут же подтянет гортань и сделает его более узким и фланговым. А если будет чуть припущено, Ч, оно оставит широкую круглую гортань. И вот поэтому у меня вопрос. Это язык и язык, или это нежелание портить форму звука, которую он держит в своих каких-то целях? Его звуки, они, вот там несколько очень интересные, они прям серединные. И вот это Ч, почему оно меня так зацепило? Оно дает такое СМР-ощущение, он вообще очень любит. Как это называется, когда щелкают как когтями, там, шариками? СМР же, да, техника? Это особый вид удовольствия для людей, которые, да, любят вот эти звуки. Причем, знаете, какая забава? Я впадаю в категорическое бешенство, когда мне начинает в уши вот этим вот... То есть у меня настолько уши чуткие, ну, просто оно такое есть, что у меня вот это пощелкивание, я за это не перевариваю Билли Айлиш, меня прям тошнит от нее. Потому что на 3-й песне, когда вот эти близкие звуки, у меня ощущение, что у меня копошатся в ушах куча тараканов маленькими лапками, мне хочется бежать, орать, бить телефон и так далее. Я не перевариваю это. Но очень многие люди, по миллионам просмотров, да, вот этих СМР-видосов, они ловят невероятный кайф. И да, он вам начинает вот этими проговариваю каждое к и так далее, да, и вот это Ч, оно дает придыхание, оно дает шипение, и оно так въедается тебе в мозг. Я говорю, почему я прям вот
вот на нем зависло, да потому что оно мне несколько раз долбануло по ушам так, что вот, я чувствую, что меня это раздражает, но я понимаю, зачем это нужно. Потому что большинство людей это просто обожает.